парк из самого центра Буэнос-Айреса. Здесь, в этом парке, и тут совсем рядом мы жили практически 1,5 года. Это прям мой любимый, мой родной и такой знакомый мне район. Мы сейчас находимся около центрального суда, обелиска. Жив. Обелиска и театр Колонна, это оперный театр в Латинской Америке. Это самый центр Буэнос-Айреса, и это место мне очень близко, и я сейчас испытываю такие приятные чувства. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, я прям очень... мне очень приятно, знаете, это как будто бы что-то мое родное. Когда мы сюда приехали, у нас не было здесь ничего, и вот этот парк, мы здесь гуляли, планировали, строили какие-то планы, ждали, когда у нас родится Даниэль. Очень приятно, короче. Очень приятные воспоминания мне несет этот район, хоть это центральный район, очень шумный район, грязный район, но несмотря на все это, мы вот сейчас гуляем на площадке. Я счастлива здесь находиться. Саша с Тимой сейчас пошли к зубному, у нас здесь зубной, у него кабинет, а мы гуляем на площадке. И сегодня мы собираемся провести день здесь, в городе, и погулять. Тут, конечно, поинтереснее площадки, чем у нас. Это, кстати, площадку построили не так давно, но она уже такая задолбанная, как будто ей уже 1 000 000 лет. Видите, какая грязная. А построили ее там, мы здесь еще жили, это меньше года назад было. Мы что-то задержались здесь на площадке. Хотели ненадолго прийти, а в итоге здесь уже 1,5 часа тусуемся. Время так быстро прошло, даже незаметно. Мы очень часто приходили в этот парк раньше, когда здесь жили в городе. Тим его очень любит, а летом он прям очень-очень красивый, такой зеленый. Здесь вот цветут цветы, летают попугайчики, водичка прям, очень хорошо. А сейчас здесь так как-то пустовато и холодно, но все равно что-то любимое и свое. У нас Тимоха, рыбачок. Ничего не поймал этот рыбачок. Какие красивые корни, да? Смотрите, как красиво, вот прям. Очень. Очень красиво. Мне нравится. Какое дерево красивое. Птичка села на Тимин контейнер. Тима поймал себе в контейнер рыбу, а птичка все съела. Всю рыбу, которая там была. Но накормил птичку зато. Ну да. Кайфово. Мы поехали домой. Наш папа загорает. Мы поехали домой. По дороге зайди в магазин, потому что у нас вообще ничего нет в холодильнике. Даже овощи закончились. Да какой овощ? Даже все в морозилке закончилось. Спать хочет. Прям глаза закрываются, жует и закрываются глаза. Вот это мой бебе, до 10-8 Чурбанера, наверное.
Но, возможно, из-за мяса он обопьется, понимаешь? Мы тоже Обопьется. будем... Привет, красотки! У нас сегодня новый день, точнее уже даже новый вечер. Сейчас время уже 6 час. Сегодня был какой-то просто очень сильно загруженный день. Я сегодня работала целый день. И сейчас вот испекла хачапури. И поедем сейчас к Тиминым одноклассникам. Точнее, к родителям Тиминой одноклассницы в гости. Будем жарить рыбку и овощи на гриле. Все новости расскажу позже. А пока просто давайте посмотрим, как мы провели этот вечер. Забирайся выше. Забирайся выше. Выше забирайся. Выше забирайся. На спинку. Пум. 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 Доброе утро. У нас сейчас 3-й день влога. И, не знаю, 9 утра, наверное. У нас уже все активно. Мы активно играем. Сейчас покажу, как мальчики играют на балконе. Я им замораживаю фигурки в лед. Ну, а я тебе показывала, по-моему, в прошлом влоге. Это очень быстро, очень легко и приносит очень много веселья. Вчера Тима целый день был у своей одноклассницы в гостях, потом мы вечером поехали на ужин. А сегодня Тима снова идет к своей подружке в гости на ночь, и мы заберем его только завтра. Да, сегодня вечером мы поедем, отвезем его. Заодно заедем в китайский квартал и купим рамен на ужин. Я очень хочу настоящий китайский рамен, ну, то есть по нашему доширак, да, ролтон. Но здесь в китайском квартале продаются прям настоящие такие из Китая. Они очень вкусные, очень офигенные специи. Я прям обожаю, чтобы еще поострее было. У меня прям в последнее время какая-то любовь к острой еде. Я прям очень люблю вот поядренее, поострее что-нибудь добавить. Очень вкусно меняются с возрастом, это тоже очень интересно. У меня сегодня в планах обязательно убраться на балконе. Что мальчики тут еще играли в шарики надувные с водой. И тут еще все в шариках. В общем, пол грязный. Нужно будет привести балкон в порядок. У нас через 2 дня наступает весна, официальная, календарная, 21 сентября. А это дерево до сих пор еще не опало. И вон у меня мальчишки играют в листики.
Листочки летят, да, Данюш? Пойдем. Пойдем. У нас сейчас 2 часа дня, но на улице стало очень темно. Как будто бы сейчас начнется... Ух ты. Сильная гроза. Очень красивое небо. Листочки мои опадают уже, лысеют. А мы сейчас после грозы поедем уже в китайский квартал и отвозить ему к однокласснице. А я только что разбирала чистое белье от 3 стирок, все это раскладывала. Вот в такой момент я понимаю, что наша семья растет, и что у нас уже 4 человека. И вот когда ты начинаешь эту стирку затеивать, что с каждым человеком стирки все больше и больше, и вот это вот раскладывание вещей все больше и больше. Я на это потратила сейчас минут 20, и просто аж уже вспотела и устала. Я говорила, что хочу разделить книжки по этажам. У нас 2 этажа. На 1 этаже у нас гостиная и кухня, а на 2 этаже спальня. И вот я принесла на 2 этаж книжки тоже, которые Даня теперь будет читать на 2 этаже. Это в спальне. Это получается 2 вот такие вот книжки с кнопочками. Потом вот это наша ночная книжка, моя самая любимая в детстве. У меня такая же была на английском языке. Мне бабушка привозила из Лондона. Потом стишки-болталки. Кто в домике живет, это Данина самая любимая книжка. Она у нас кочует с 1 этажа на 2. А потом вот такая гуси-гуси га-га-га с глазками. Конечно, картинки просто. Идет коза рогатая. Мы тут любим сороку. И такой, кто везет грузовичок с окошками. У нас начался просто сильнейший дождь. А еще у нас включилась гирлянда. Вон она наша на балконе. Она у нас включается... Ну, она, в общем, на солнечных батарейках. Она включается тогда, когда становится темно. Так прям сейчас мокрой землей пахнет. Моя любимая погода началась. А молния сверкает. Молния сверкает. Небо какое хмурое. Небо красиво. Что это? Это гром? Какой громкий гром! Громкий гремящий гром. Собираю вещи с собой в дорогу. Нам наехать 30 минут. Это яблоки, вода. Тут у меня вот такая покупная пюрешка. И здесь памперсы, салфетки. Ну и соска на всякий случай. И еще положила себе воду и закрылку. Да, не ест лед. И, конечно же, Пауэрбанк тоже со мной. Он португалец. Спартак забил 4-й гол. Вот они, мои рамены. Ну, а давай возьмем вот этот, например, вот типа мясной. Да? Вот такой можно взять. Или ты читаешь и понимаешь, что здесь написано. Креветки мы здесь обычно берем. Я очень люблю здесь креветки. Но сейчас мы не будем их брать, потому что мы в гости идем. Вот тут все морепродуктами. Это специи всякие, грибы. Сладости. Там у нас 6 раменов. У нас вышло на 11 400. Это где-то $8, что ли? Овощная палаточка. То мы сейчас клубнику возьмем. И манго. Пойдем в лифте покатаемся. Смотрите, здесь такой лифт, в общем, который надо руками открывать. Сейчас я вам покажу. Сейчас мы доедем до 10 этажа.
Поэтому где-то. Аккуратно, да, Он не... может скрывать скорее Так, скажет, вот, мы приехали. Все. вы выиграли. Так, раз и два. Аккуратно, заходи, давай, выходи. Все, жди теперь. И теперь надо обязательно за собой его закрыть, иначе он не уедет. Оп. Аккуратно, Даня. Все. Мы уже дома. Я хотела вам показать, что появилось в нашей деревне. У нас вышла коллаборация Кока-Колы и Орео. Появились такие печенья, мы их уже съели. И вот сейчас привезли теперь Кока-Колу со вкусом Орео. У нас, на самом деле, есть Орео, но очень мало вкусов каких-то, особенно появляются новых. То есть есть стандартное Орео, есть Орео без глютена, есть, по-моему, Орео клубничное и какое-то еще Орео. И вот очень-очень редко появляются какие-то коллаборации. То есть я знаю, что там в США, например, этих вкусов Орео очень много, и там и к фильмам делаем, все такое прочее. У нас, вот, к сожалению, такого нет, но когда вот такое появляется, мы, конечно же, ведемся на маркетинг и сразу же покупаем. Нам тут еще перепало по наследству Дани всякие машинки. Очень здорово. Я такое обожаю, когда по наследству что-то передается. Машинки для песочницы. В общем, самое то, что играть в песочнице. Как раз я только вчера подумала, что нам нужно что-то для песочницы. Как сразу же это у нас появилось. Это наша подруга передала, которая сейчас Тиму в гостях остается. Ну и, конечно, зачем мы ехали в китайский квартал? Что мы купили все разные рамены. Сейчас я сварю яичко, и мы это все поедим. Что-то какая-то ломаная. В общем, я хотела с вами поделиться своей радостью. У нас Даниэль уже не ходит 3 недели в детский сад. И знаете, у меня за последние полгода не было столько счастья, сколько я получала за последние эти 3 недели. Видимо, Даниэль настолько был психологически напряжен в детском саду, хотя это не было заметно. Он шел туда с радостью, он тянулся к воспитательницам, к директрисе, он радовался, он играл там в детском саду с детишками, в игрушки. Нам присылали там фото, видео постоянно. Ребенок был абсолютно счастлив и нормален. Но когда он возвращался домой, он просто нон-стопом орал. Ну, конечно, не нон-стопом, но он постоянно плакал, он постоянно, истерил. Видно, что он вот, знаете, как будто он вот постоянно находится в кризисе. И неважно, какие были периоды, там, зубы или не зубы, или у него все хорошо. Он постоянно вот плакал, он ложился на дневной сон, просыпался там через час после дневного сна, и еще он час мог там реветь и кататься у меня на руках. Он плохо спал по ночам, просыпался очень много раз. Еще в машине мы вообще не могли никуда поехать, мы практически никуда не ездили, потому что это было просто невозможно без мультиков никуда ехать. А тут, когда мы ездили к зубному, мы что туда, что обратно ездили без мультиков и вообще их ни разу не включили. Мы вообще сейчас мультики практически ему не включаем. Вот сегодня мы включили на 5 минут мультики, когда мы с Сашей ели бургеры, которые он сделал нам на перекус, и просто, Даниэль бы их просил, а ему совсем не было не то время, чтобы есть. Вот, и мы включили там просто буквально на 5 минут, у меня телефон съезжает. Вот, в общем, я, честно говоря, это все грешу не на какие-то там определенные кризисы, а именно на то, господи, что такое-то, а именно на то, что это все из-за детского сада, и это, видимо... Короче, для таких малышей самое лучшее — это находиться с мамой рядом. И если мама очень сильно устала, то нужно искать как-то какие-то радости, да, делегировать своего ребенка там папе, бабушкам, не знаю, еще кому-то, там, няням, какие есть возможности. Вот, и все-таки не отдавать в таком возрасте малышей в детский сад, наверное, они не готовы. Действительно, правильно говорят психологи, что детский сад после 3 лет. Тогда малыш максимально уже сепарируется от своей мамы и уже может жить и функционировать, я не знаю, более-менее самостоятельно, да, и хотеть к этому, иметь мотивацию к этому. Вот, в общем, поделилась с вами своим опытом, своим счастьем. Я, правда, очень счастлива, и я продуктивная, и я высыпаюсь, и я счастливая мамочка своих 2 малышей. Ангелочков, своих 2 ангелочков. Они белые, видно? У нас здесь 4 соуса в одном пакетике попалось.
Попалась. Попалась. Картинка всё просто. А вот в этом только 2 было. Вот получается вот этот и это даже не соус. У меня просто выглядит офигенно. И видите, смотрите, вода практически не впиталась в макароны, потому что такие макароны, они доширак или роллтон, как мы привыкли. Которые давились, плакали, что-то. Ну, продолжали жрать кактус. Вот, это я сейчас. Попахнет. Очень остро. У меня тут яички еще плавают. Надо ешь вот это яичко, я не буду больше. У меня тут свои плавают. Вот это правильно? Да. Да, конечно. Ну, очень вкусно. Смотри, как я сижу. Я так же сижу. Смотри. Я не знаю почему. Просто очень остро. Очень остро. Кстати, кока-кола с орео. Вкусная. Как будто бы обычная ванила. А вот печенье с кока-колой орео очень вкусные были. Прям реально ешь, как будто кока-кола. Ну, со вкусом кока-колы. Как, не знаю, кока-кольная жвачка, да? Да. Мармеладки. Как Хариба. Угу. Ладно, все, короче, у меня тут уже осколочки остались. Поэтому давай. Допивай. Да, но здесь вкусно просто даже бульон попить. Попробуй, просто вкусный бульон. Ну, у тебя вкуснее, Да, чем у меня. да, 100%. Вертикально, как молоко. Да, у тебя очень вкусно. У меня прям одна острота. Да, у тебя очень вкусный бульон. Ну, вот, приятных запахов, потому что он отлично быстро впитывает все запахи. Вот такого одного маленького пакета хватит на целый месяц, на 30 дней. Достаточно очень большой пакет, который хватит на 2 месяца нашей семьи. Для меня важно, чтобы обеспечивать безопасность для питомца. Поясная граница нужна слоем в 5-7 сантиметров, так как мы полностью компонящийся, чтобы образовался помет, нужно определенное толщины слоя. Если сказать меньше, то слой, то будет гораздо больше расход, но также качество площади и запах. Я немножко запарилась уже с самого утра, потому что доснимала видео уборки, которое должно выйти завтра, так что сегодня я его буду монтировать, и оно выйдет. Возможно, если я буду сегодня супер женщиной, то я смонтирую и этот влог, и он завтра выйдет тоже, но это, наверное, вряд ли, скорее всего, он выйдет в воскресенье. У нас сейчас 12 часов, на улице просто очень жарко, Саша с Даней сейчас гуляют. Скоро уже вернутся, потому что Дани спать. Сейчас пойду бутылочку его мыть с молоком. А Тима у своей подружки отдыхает, и мы заберем его только завтра утром перед теннисом. Саша поедет в город, заберет Тимофею и еще заберет нашу посылку из России, которую я заказала с всякими развивашками для Дани. Очень ее жду, но я думаю, что я покажу ее в следующем влоге, что мы там купили. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я буду рада, если вы поставите мне лайк, напишите комментарий. Также все мои социальные сети и вся информация обо мне внизу под видео. Спасибо вам большое еще раз и скоро увидимся. Чао!